Посольство Китая в США отказалось комментировать сообщение о визите госсекретаря в Пекин, но заявила о готовности к диалогу с американцами. До этого госсекретарь уже откладывал визит в Китай в феврале. Тогда на территории США обнаружили китайский разведывательный аппарат. И Блинкен заявлял, что когда созреют подходящие условия, то он совершит визит в Китай. Вот как вы считаете, какие назрели подходящие условия для того, чтобы Блинкен совершил визит в Китай, и что нам от этого ожидать? Блинкен играет в свою игру. Он, по сути, сегодня, пожалуй, первая персона там. Я думаю, он рулит на самом деле очень сильно в Соединенных Штатах. На сегодняшний день. Как будет завтра, не готов сказать. Но сегодня он играет в свою игру. Он, конечно, из ястребов войны. Он не из миролюбивых парней. Китай примет его с почестями. Проводит потом с почестями. Они умеют церемониал соблюдать. На что-то повлияет он или нет? Современные американские политики, я сейчас не говорю о затертом Бжезинском, а современные американские политики говорят о том, что допущена стратегически большая ими ошибка, которая толкнула в объятия друг друга Россию и Китай. В случае, если там будет более-менее монолитная дружба, или какая-то дружба, или поддержка, сильная, взаимная. Победить этот союз американцы не смогут. Более того, к этому союзу, как к магниту, будут притягиваться другие страны. Мы с вами это сегодня видим. Мы видим, насколько усилилось международное влияние, кстати, обеих стран. И желание, например, других стран, там уже, по-моему, до десятка выстроилось в очередь, чтобы их приняли в тот же БРИКС. Объединение, которое было создано в основном русскими и китайскими товарищами. Это о многом говорит. И, возможно, Блинкен сегодня пытается с какими-то плюшками мотаться там, чтобы попытаться разъединить образовавшийся союз. Возможно. Западу сегодня, в лице его представителей, в том числе этого человека, никто не верит на Юго-Востоке. Не верят и не поверят долгое время. Это не хорошо и не плохо, это факт. И из этого надо исходить. Тем более, что Штаты максимально ущемляют те права Китая, которые он считает суверенными, национальными, исключительными. И китайцы в последнее время только и говорят: да не лезьте вы к нам, не суйте вы нос не в свои интересы, занимайтесь своей страной. И Тихий океан не ваш, говорит Китай. Он и наш в том числе. И нам мало маленьких внутренних морей. И мы, как великая держава, а не великая держава, имеем на него право. Не говоря уже о Тайване. Поэтому я не верю в успех американской дипломатии в Китае. Я думаю, что ситуация будет поляризироваться все больше и больше. Кстати говоря, помните, мы с вами как-то говорили о том, что Байден убирает начальника Объединенных штабов армейских, ну, условно, главного генштабиста Америки Милли, да, и вместо него туда поставят другого какого-то парня осенью этого года. А Милли все скептичнее и скептичнее относится к политике того же Байдена. Он очень аккуратно об этом говорит, не совсем по-военному, а больше по-политически-дипломатическому, но между тем. Так вот, он недавно, выступая или в военной академии в какой-то, он произнес фразу: мы уже в многополярном мире. В мире, в котором дегемонизация уже произошла. То есть он сказал о том, что Штаты больше не гегемон. Он самый главный американский пока еще военный. Поэтому хочется это Западу или не хочется, если бы только у него было ядерное оружие, они бы давно его уже применили для усмирения непокорных стран. Как они это сделали с Японией, они бы давно, им плевать на количество там людей погибших, это неинтересно. Они в этом смысле очень четко работают. Но тут не получается, потому что обе страны, которые они назвали своими врагами, имеют внушительнейший ядерный потенциал, и оно обнулится тогда все. И вот такой своей не совсем дальновидной игрой, наверное, где-то Штаты себя немножко загнали в ловушку. Они говорят о том, что они русских загнали в ловушку, а, по-моему, очевидно, что они себя загнали в ловушку. Смотрите, Китай и Россия сегодня союз. К этому союзу тянется другой мир, Южная Америка, страны Ближнего Востока. Индия не тянется к этому союзу, потому что Индия с Китаем имеет противоречия, но как минимум думаю, что англосаксонское начало ее уже тоже утомило. Европа начинает понимать, что ее используют вопреки ее интересам. Это первый блок минуса для Штатов. Второй блок минуса – это доллар.
которые страны не видят больше как резервную валюту. Они ему просто не верят, не доверяют. Они не хотят хранить свои золотовалютные резервы в деньгах, которые у них могут раз и забрать. И в него уже долгое время никто не поверит. Все, процесс запущен, пошел он. Он может идти медленно, может идти очень быстро, но он уже пошел. И страны найдут возможность заменить эту единственную до недавнего времени резервную валюту на другие валюты. А это могущество Соединенных Штатов. И, кстати, об этом Трамп говорит. То есть умные американцы понимают, что происходит. Они понимают, что пошел развал могущества. Ну, а то, что мир сегодня густо населен, а производственная база мира, по сути, находится в Юго-Восточной Азии, а сырьевая база во многом смысле слова находится в России, исключает возможность Штатов заставить мир, допустим, голодать, не одеваться, не ездить, не летать и так далее и тому подобное. Мир без Запада в состоянии сегодня многое для себя производить. Запад его этому научил. Это факт. Западная цивилизация очень многому научила весь мир. Но уже научила. И уже весь мир самодостаточен. И весь мир хочет прожить спокойно без западной цивилизации. Это тоже очевидно. И об этом уже говорят умные представители западной цивилизации. И говорили, кстати говоря, об этом еще 60 лет назад. Почитайте, допустим, Тойнби «Как гибнут цивилизации». Хорошая работа. Не только надо Бжезинского читать. Разных надо читать. И друзей, и не друзей. Всех умных. Резюме. Даже если Китай хочет, он не развернется сегодня от России в сторону Штатов. По той причине, что они никогда, ну или как минимум долгое время, не поверят американцам. Еще один интересный маркер. Помните, была встреча большой двадцатки, что ли, в том году. И там была такая не перепалка, это, скорее всего, назидательное отчитывание было со стороны Си Цзиньпиня в адрес канадского Трюдо, премьера, где он ему сказал: у нас привыкли, что если что-то где-то говорится в кулуарах, это не для того, чтобы вы потом бегали и рассказывали об этом корреспондентам. Для этого это и говорится в кулуарах. Это доверительно. А тот ему попытался объяснить, типа, да нет, ну мы же демократы, мы вот любим все корреспондентам рассказывать. На что, ну, у Си Цзиньпиня вообще же непроницаемое лицо, да. Он с этим же лицом отвернулся и пошел. А это показатель отношения китайцев к англосаксонским политикам. Это может быть не кажущийся серьезным момент, но на самом деле это серьезный момент. Это лакмус. Они им не верят и не будут верить пока. А с учетом, повторюсь, топтания американцев по китайским исконным интересам, как же Китай будет воспринимать их как партнеров? Никак.